Одним из самых необычных серийно применявшихся на сельскохозяйственной технике двигателей является двигатель колоризаторного типа. В нем воспламенение топлива происходит не от искры, как в бензиновых силовых установках, и не от сжатия, как в дизельных, а от контакта с нагретыми стенками специальной камеры сгорания. Они были изобретены еще в конце 19 века, но в тракторной технике стали применяться только в начале 20-го. Друзья, всем привет! Это 60-й выпуск серии Pro, и сегодня мы говорим о тракторах с колоризаторными двигателями. Одним из первопроходцев в постройке машин с колоризаторными двигателями считается немецкая компания Heinrich Lanz AG. В 1921 году она представила колесный трактор, получивший название Lanz Bulldog HL-12. Он имел мощность 12 лошадиных сил, весил более 2 тонн и имел всего одну передачу. При этом изменение направления движения машины производилось изменением вращения двигателя. Двигатель, кстати, был двухтактный, то есть полный рабочий цикл совершался за 2 движения поршня. Во время первого происходило сжатие. В конце такта сжатия в предварительно разогретую камеру, называемую колоризатор, впрыскивалось топливо. Оно частично испарялось, перемешивалось с воздухом, касалось раскаленных стенок и воспламенялось. Под действием расширяющихся газов поршень двигался в обратную сторону. Затем происходил выпуск отработавших газов, впуск свежего воздуха и цикл повторялся. Считается, что подобные силовые установки способны работать на любом жидком топливе, от растительных масел и керосина до отработки и сырой нефти. Благодаря низкой стоимости эксплуатации и простоте обслуживания машины с колоризаторными двигателями стали популярны не только в Германии, но и за ее пределами. Если немецкая инженерная школа свой первый трактор создавала с нуля, то их соседи выбрали более простой путь. В 1923 году итальянский инженер по имени Улиссе Бубба разработал колоризаторный двигатель, который он использовал в качестве привода для стационарных машин. Однако уже в 1924 он решил построить и свой собственный трактор. Поняв, что на разработку шасси уйдет слишком много времени, он купил списанный американский трактор Case 1225 и установил свой мотор на него. Новая машина получила обозначение Bubba UTS-4. Трактор имел длину 3,5 метра, ширину 1,7 метра и массу около 4 тонн. Мощность двигателя 30 лошадиных сил, объем 18,5 литров. УТС-4 использовались для выполнения стационарных, полевых и транспортных работ. В течение 2 лет было построено не более 100 машин. В настоящий момент известно лишь об одном сохранившемся экземпляре. В 1933 году французская компания Société Française du Vierzon выпустила трактор Vierzon H1. Его 10,5-литровый двигатель имел мощность 44 лошадиных силы, а максимальная скорость движения составляла 10 км в час. Проектировался Vierzon как универсальный тяжелый трактор для крупных хозяйств и применялся в основном для выполнения тяжелых полевых работ и привода стационарных молотильных машин. Несмотря на гигантский расход, в некоторых источниках указано, что он доходил до 25 литров в час, трактор был желанной покупкой любого фермера. Они объединялись, брали кредиты, лишь бы заполучить себе этого железного коня. За 7 лет производства было изготовлено более 1500 штук. Развитием модели стали машины Vierzon H2, H0, а после войны Vierzon 201, 402 и 551. Попытка модернизировать серию оказалась неудачной, и в конце 50-х годов Société Française du Vierzon была приобретена компанией J.A. Case. Свой вклад в развитие сельскохозяйственных машин внесла и венгерская компания Hofer. В середине 1930-х она представила свой вариант трактора с колоризаторным двигателем Hofer 2022.
Он весил 2700 кг, оснащался двигателем мощностью 35 лошадиных сил и имел 3 передачи вперед и 1 назад. В источниках пишут, что основой для венгерской машины послужил то ли немецкий Lanz Bulldog HR2, то ли Lanz Bulldog HR5. И тот, и другой производились примерно в эти же годы. Но как бы то ни было, уже в 1938 компания Heinrich Lanz AG выкупила часть акций компании Hofer и активно делилась с ней своими наработками. Трактор Hofer 2022 выпускался в течение 15 лет. В 1937 году Heinrich Lanz AG выпустила свой первый гусеничный трактор Lanz Bulldog D1550. Он строился вокруг модели HR8 и был предназначен для работы на тяжелых и болотистых почвах. Трактор весил около 5 тонн, оснащался двигателем мощностью 55 лошадиных сил и имел 6 передач вперед и 1 назад. Максимальная скорость движения около 8 км в час. В течение нескольких лет на основе D1550 было построено несколько модификаций. Однако внешне они практически не отличались. Компания вела работы над совершенствованием систем охлаждения, питания, привода и трансмиссии. Последняя гусеничная модель D1581 комплектовалась бульдозерным отвалом. Машины отлично показали себя как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Бульдоги распахивали поля, строили дороги, возводили плотины и вывозили лес. С 1937 по 1946 год было построено около 2500 штук. Итальянцы, как водится, от немцев старались не отставать. И уже в 1938 году компания Bubba представила свой вариант всеядного гусеничного трактора, модель Bubba Ariete. На холмах Пьяченце Ariete стал настоящей легендой. Он пахал, тащил, молотил, работал с прессами и водяными насосами. По воспоминаниям владельцев, 45-сильный двигатель переваривал буквально все – солярку, отработку, керосин и даже растительные масла. Шестиступенчатая коробка передач позволяла 4-тонной машине как уверенно взбираться на высокие холмы, так и резво бегать по равнинам. В 1943 году на базе Ariete была разработана усовершенствованная гусеничная модель, получившая название Bubba D42. Однако в годы войны было построено не более 200 штук. Сам же Ariete выпускался до начала 50-х и стал последним трактором компании, оснащенным колоризаторным двигателем. После Второй мировой войны Европа остро нуждалась в машинах, и каждый решал проблемы по-своему. Руководство польской компании Ursus выбрало самый простой путь – прямое копирование трактора Lanz Bulldog D9506 образца 1934 года. Техническая документация была подготовлена в 1946, а серийное производство стартовало в 1947. Польский бульдог, получивший обозначение C45, имел массу около 3,5 тонн, мощность 45 лошадиных сил и оснащался 3 передачами вперед и 1 назад. Объем двигателя 10,3 литра. Диаметр поршня 23 см. Ursus C45 производился 7 лет. В 1954 он был модернизирован и получил обозначение C451. Обновления касались как механической части двигателя, так и систем охлаждения, электрооборудования и навески. 451 выпускался до середины 60-х годов. Всего же за 18 лет производства было построено более 55 тысяч машин. Помимо польских специалистов, свои варианты немецких машин строили и французы. В 1947 году государственная авиастроительная компания SNCAC получила лицензию на производство трактора Lanz Bulldog D7506, получившего название Le Percheron T25. Благодаря упрощениям в оформлении новый вариант получился чуть более изящным, но в технической части он полностью повторял оригинал.
огромный одноцилиндровый двухтактный мотор, термосифонная система охлаждения, двухступенчатая коробка передач и всеядность. Мощность двигателя 25 лошадиных сил. Масса машины 2300 кг. Тракторы использовались как в виноградарстве, так и в обычных садах. С 1947 по 1956 год было выпущено примерно 3700 экземпляров. В конце 40-х годов эхо немецких машин добралось и до Австралии. Руководство машиностроительной компании Kelly & Lewis объявило о намерении производить тракторы Lance Bulldog серии N. Исследования конструкции производились 2 года, и в 1948 с конвейера сошла первая машина, получившая название KL Bulldog. Австралийский вариант выпускался в течение 4 лет, однако из-за низкого спроса вместо запланированных 10 тысяч было выпущено не более 900 штук. Виновником провала принято считать компанию KL Tractor Sales, которая с конца 49-х начала ввозить оригинальные тракторы Lance Bulldog. Технически они были более совершенны и стоили гораздо дешевле. KL Bulldog использовались для тяжелой пахоты, баранования, уборки урожая и прочих сельскохозяйственных работ. Итальянская компания Landini свой первый трактор с колоризаторным двигателем построила в 1924 году. Неизвестно точно, подсмотрели ли они идею у коллег из Германии, но уже в 30-х они выпускали такие машины, как Landini L25, L35, Super Landini и Velita. После войны на рынок поступила модель Landini L45. Трактор оснащался двигателем объемом 9,5 литров, мощностью 50 лошадиных сил, имел 4 передачи вперед и 1 назад. Максимальная скорость движения составляла около 15 км в час. Снаряженная масса 3100 кг. Landini L45 производился в 2 конфигурациях: на пневматических шинах для транспортных и общих работ и на полугусеничном ходу для работы в самых тяжелых условиях. Выпускалась модель 14 лет, с 1950 по 1964 год. Сегодня Landini L45 – одна из самых популярных машин с колоризаторным двигателем. Трактор Pampa T01 выпускался с 1952 по 1961 год и был точной копией немецкой машины Lance Bulldog D1506. Своим появлением он обязан тогдашнему президенту Аргентины Хуан де Перону, который в рамках торговой войны с США решил сократить запуск иностранной техники за счет развития собственного производства. Мотоциклы, двигатели, трактора и автомобили – все предполагалось изготавливать внутри страны. На реализацию программы давалось 3 месяца. После проведенного среди фермеров опроса стало ясно, что наиболее подходящим вариантом является именно немецкий трактор. Простой в обслуживании, дешевый в эксплуатации и непритязательный к качеству топлива. Для решения поставленной задачи было куплено и изучено 2 машины, на основе которых в 1952 году и был собран первый аргентинский трактор с колоризаторным двигателем Pampa T01. Выпускались машины в течение 9 лет, и за этот период было изготовлено около 4000 штук. Они были дешевые, выносливые и стали настоящим подарком для фермеров Аргентины. Однако со временем политический курс страны изменился, и тяжелые всеядные тракторы были заменены более современной техникой. Итальянская компания Orsi Pietro e Figlia в сегодняшнем списке, возможно, самая маленькая. В том плане, что реально строила не более 100 машин в год. Тем не менее, к середине 20 века она уже имела солидный опыт и в 1953 году выпустила гусеничный трактор Orsi Anteo. Новая машина весила около 6 тонн и предназначалась для обработки самых тяжелых почв. 11-литровый двигатель имел мощность 60 лошадиных сил.
а шестиступенчатая коробка передач позволяла двигаться со скоростью от 2 до 10 км в час. Основной сферой применения были вспашка, культивация, посев и уборка культур. Однако завоевать популярность среди фермеров трактор не смог. Основная причина – высокий прессинг со стороны конкурентов и быстрое изменение рынка. За 4 года производства было изготовлено всего 112 штук. На сегодняшний день в живых осталось не более 20. К середине 50-х годов использование колоризаторных двигателей практически сходит на нет. Одной из последних компаний, продолжающих использовать устаревшую технологию, оставалась итальянская Landini. Выпущенный ей в 1954 году трактор Landini L55 имел мощность 60 лошадиных сил, массу около 3,5 тонн, 4 передачи вперед и 1 назад. Одновременно с ним выпускалась и гусеничная версия L55B, имевшая 6 передач вперед и 2 назад. Точное количество произведенных машин неизвестно. В одних источниках пишут про сотни, в других про десятки тысяч. Но учитывая, что в линейке компании они были самыми дорогими и что на соседнем конвейере уже вовсю производились тракторы с дизельными двигателями, думаю, их было немного. Последний Landini L55 сошел с конвейера в 1962 году. Рассмотренные сегодня машины далеко не единственные. Итальянская Бреда, английский Marshall, немецкий Deutz-Fahr – все они заслуживают, если не отдельного фильма, то уж точно особого внимания. Но об этом в следующий раз. А на этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока.